Мы оставили последнее видео с нашим счастливым прыгающим мячом, подпрыгивающим и подпрыгивающим. Но теперь я бы хотел, чтобы оно немного продвинулось вперед. Так что давай сделаем это вместе. Первое, что я сделаю, это нажму 3 на своей цифровой клавиатуре, чтобы переключиться на вид сбоку. Теперь вместо того, чтобы делать анимацию зацикленной на 24 кадрах, я бы хотел сделать анимацию немного длиннее. Итак, я снова открою свою временную шкалу, и я хотел бы повторить анимацию 4 раза. Чтобы я мог связать все 24 кадра, чтобы добраться до нужного номера кадра. Но проблема в том, что моя анимация прыгающего мяча не повторяется на протяжении этих 96 кадров. Поэтому более логичным способом заставить это повториться будет выбрать все мои ключевые кадры, продублировать их, нажав Shift плюс DX, чтобы переместить их по оси X, и ввести 24, чтобы они были перемещены на 24 кадра по оси X. Тогда я могу нажать Shift плюс R, чтобы повторить операцию. Проблема с этим методом заключается в том, что если у нас есть какие-либо изменения, которые нужно добавить к анимации, нам придется все дублировать или изменять это при каждом отскоке. Хотя это и не очень больно при такой простой анимации, повторяющейся всего 4 раза, это неэффективный способ сделать это. Итак, я сброшу то, что я сделал, и выбрав все мои клавиши и кривые, я нажму Shift плюс И, чтобы открыть меню экстраполяции ключевого кадра. По умолчанию наша экстраполяция ключевого кадра установлена на постоянную. Это означает, что всякий раз, когда я достигаю самого последнего ключевого кадра в моей анимации, значение больше не будет меняться. Вот почему мы получаем плоскую кривую. Но судя по этому меню экстраполяции, мы видим, что мы можем переключить его на линейную экстраполяцию или даже сделать цикл. Вы также можете получить доступ к операции экстраполяции через панель каналов в заголовке графического редактора. Когда все кривые выбраны, давайте выберем Make Cyclic. Бум, наша анимация теперь бесконечно циклируется на временной шкале. И самое классное в использовании экстраполяции то, что изменение нашей анимации будет повторяться и обновляться по всей временной шкале. С исправлением этой проблемы я бы хотел, чтобы мой мяч двигался вперед в пространстве. Поэтому я хотел бы анимировать ось UI мяча. Итак, я вставлю один ключевой кадр по оси Y, перейду к кадру 24, передвину мяч примерно на 9 метров, вернусь к каналу преобразования. Щелкну правой кнопкой мыши и вставлю один ключевой кадр. Если я сейчас воспроизведу анимацию, мяч будет двигаться вперед только на ключевом кадре, который мы вставили. И поскольку Blender по умолчанию создает новый ключевой кадр в режиме Безье, у нас есть ускорение и замедление мяча, так что это не выглядит супер неестественно. Хотя этот вид передвижения мог бы быть немного более сложным, мы будем считать, что наш мяч движется с постоянной скоростью. Поэтому я выберу обе ручки, нажму клавишу V и переключу их на вектор. Ты мог бы нажать клавишу T и переключиться на линейную интерполяцию, но я предпочитаю использовать векторную интерполяцию, чтобы сохранить доступные ручки. Когда я наблюдаю за этим движением, я чувствую, что мяч должен двигаться немного дальше. Так что я могу взять свою последнюю контрольную точку и переместить ее немного выше, или вставить новое значение в канал преобразования и не забыть вставить ключевой кадр. Или мы можем напрямую изменить значение ключевого кадра, зайдя в свойства f кривой и введя 10 метров в значение ключевого кадра. Это хороший метод, когда вы хотите ввести очень точные значения. Теперь я бы хотел, чтобы мой мяч продолжал двигаться дальше при каждом отскоке. Чтобы я мог дублировать последний ключевой кадр, смещать его или вставлять новый ключевой кадр и устанавливать его на 20 метров. Но опять же, если мы хотим изменить время нашей анимации, сделав прыжок немного длиннее, мне придется изменить и их тоже. И в более сложной анимации это было бы очень болезненно. Так что давай избавимся от этого и найдем другое решение. Если мы вернемся в меню экстраполяции, мы найдем опцию, которая позволит нам создать линейную экстраполяцию. Blender возьмет два последних ключевых кадра анимации и выполнит экстраполяцию, основанную на разнице значений между этими двумя. Так что это отличный шаг вперед в нашей анимации,
но есть кое-что, что меня беспокоит. Когда наш мяч попадает в землю, он остается на земле в течение нескольких кадров. Проблема в том, что в настоящее время он скользит, и это выглядит не очень хорошо. Я бы хотел, чтобы мяч оставался там, где он есть, когда он на земле, и двигался вперед, когда он в воздухе. Чтобы исправить это, я могу просто скопировать самый первый кадр и переместить его на третий кадр, но мне нужно, чтобы это новое движение повторялось по всей анимации. Поэтому я нажму Shift плюсы и выберу постоянную экстраполяцию, чтобы избавиться от линейной экстраполяции. Но теперь моя анимация больше не повторяется, и всякий раз, когда я повторно добавляю линейную экстраполяцию, она просто продолжает двигаться. А не останавливается всякий раз, когда мяч касается земли. Так что я могу попробовать использовать циклическую экстраполяцию, но проблема в том, что мяч будет возвращаться в исходное положение после каждого цикла. Поэтому я бы хотел, чтобы он вращался, но со смещением. И что мы можем сделать, это выбрать один из ключей кривой и перейти к вкладкам модификатора здесь. И мы можем добавить модификатор циклов. Так что это работает точно так же, как если бы мы добавляли циклическую экстраполяцию, но теперь у нас есть опция поведения цикла. Я могу изменить способ его действия да и после цикла. Так что если я перейду к автор, я могу попросить Blender использовать повтор со смещением. И что он делает, так это берет самый последний ключевой кадр и использует его в качестве новой отправной точки. Так что смещение анимации в настоящее время добавляет ее поверх последнего ключевого кадра. Однако не хватает дополнительного движения. Если мы посмотрим это видео, ты найдешь ссылку в PDF-файле ресурсов. Я бы хотел, чтобы ты сосредоточился на форме тела и ориентации этой рыси. Во время этого великолепного движения мы можем видеть сжатие и растяжение, но мы также можем видеть некоторое вращение тела. Тело вначале ориентировано к точке подъема, а затем ориентировано к точке приземления. Поэтому нам действительно нужно ввести эту информацию в наш прыгающий мяч. Чтобы получить лучшее представление о движении мяча, я рассчитаю траекторию движения. Как видно из предыдущего видео, я зайду в опцию объекта «Траекторию движения» и нажму «Вычислить траекторию». Я изменю тип траектории на в диапазоне и изменю конечный кадр на 96. Это даст нам траекторию движения нашего мяча, и нам будет легче определить, насколько сильно мы должны его вращать. Идея состоит в том, чтобы просто повернуть мяч в его следующую позицию или в положение следующего кадра. И как только мы пройдем самую высокую точку, мы сделаем так, чтобы мяч был направлен в сторону предыдущего фрейма. Поскольку наш первый фрейм точно совпадает с последним фреймом, или фреймом 24, я перейду к фрейму 24 и придам мячу правильную ориентацию. Кажется, что 11 градусов выглядит нормально. Тогда я щелкну правой кнопкой мыши и вставлю один ключевой кадр. В графическом редакторе появился новый канал. Это наше вращение линейки X. Поэтому я сейчас вернусь к кадру, где мяч в данный момент отрывается от земли, и поверну его на минус 12,5 градуса в сторону его следующего положения. Так что теперь, как мы делали раньше, я продублирую последний кадр, кадр 24 этого поворота линейки, и перенесу его на нулевой кадр, нажав Shift плюс DX и перемещая его с помощью мыши. Теперь, когда начальный нулевой кадр и конечный кадр 24 совпадают, я могу выбрать свою кривую и нажать Shift плюсы и сделать ее циклической. И это уже выглядит довольно круто. Так что хотя движение, которое я вижу прямо сейчас, довольно удовлетворительное, ты знаешь, что нам нужно проверять его покадрово. Как и в любом ремесле, идеальной анимации не существует, и уровень качества, которого ты достигнешь, зависит от времени, которое ты можешь потратить на свою анимацию. В этом случае я бы хотел еще немного отшлифовать анимацию, сделав кадр номер 1 довольно плоским. Потому что мне не очень нравится тот факт, что мяч слегка отклоняется назад, когда он принимает самое плоское положение. В графическом редакторе с выбранной кривой поворота линейки X я нажму I, чтобы вставить новый ключевой кадр, и выберу только выбранный.
Таким образом, Blender не добавит никаких дополнительных ключевых кадров на другие кривые, и наш графический редактор останется чистым. Тогда я могу взять эту клавишу, переместить ее по оси Y, удерживая Shift, чтобы получить более точное движение. И я назову эту первую анимацию прыгающего мяча выполненной. Техника, которую мы использовали в этом видео, добавляя вращательное движение, основанное на движении местоположения, движение мяча вверх и вниз, называется многоуровневым подходом. Это означает, что ты добавляешь многослойные движения на стадии полировки, а не на стадии блокировки. И позже мы изучим эту технику более подробно. Подводя итог, мы увидели, что можем создавать циклы с помощью сочетания клавиш Shift плюс и выбирать различную экстраполяцию. Мы можем получить доступ к более продвинутой опции цикла, используя модификаторы. Мы можем использовать текущее движение мяча в качестве руководства, чтобы добавить к нему новое движение в многоуровневом подходе.